недавно вышел обзор про BR50 Pro Max. И я думаю, многие задались вопросом, сколько же проедет он на одной батарее. Ведь у него батарея гораздо больше, чем все остальные. 45 ампер-часов, 60 вольт. Вот на этот вопрос мы сегодня и ответим. Стиль повествования этого видео будет не такой, как всегда, потому что обычно такие видео занимают много времени. У вас, в первую очередь, это занимает примерно 20-30 минут, что, я думаю, не очень хорошо, потому что это много времени, а смотреть просто на мою камеру с головы не очень интересно и на мои все разговоры по пути. Поэтому я решил немножко изменить формат, и теперь я просто делю нашу дорогу на равные части и буду останавливаться вот так вот и рассказывать вам о том, что случилось по пути, возможно, или просто показывать расстояние и ехать дальше. Эту батарейку я поделил по 30 километров. По моим подсчетам, этот скутер должен поехать 3 раза по 30, поэтому давайте следующую остановку сделаем через 30 километров, потом еще через 30, и потом в самом конце, когда уже батарейка сядет. Оставайтесь со мной. И мы, я думаю, сегодня увидим много всего интересного, если не пойдет дождь. Поэтому поспешим. Пройден первый участок дороги, который я планировал. На таком прекрасном фоне мы и распишем все, как есть сейчас. По поводу дороги, в самом начале не сказал, сейчас скажу, что я нарочно миксую дороги. И сельские, и трассы, и горы, вверх-вниз. Если в Китае можно найти плохой асфальт, но я пытаюсь, по крайней мере. Далее, я не еду на рекомендованной скорости, я не еду 40 км в час, я всегда еду на максимум, насколько позволяет дорога, правила и ручка газа. Соответственно, если бы я ехал 40 км в час, естественно, я мог бы проехать очень много. Но цель этого видео не проехать как можно больше, а проехать по максималке с разной дорогой на максимальной мощности, сколько получится. Вообще очень интересно ездить вообще, в принципе, да, по любой стране, но по Китаю особенно. Тут в каждой деревушке какая-то такая своя изюминка есть. Вот как, например, вот эта вот беседка. Это просто беседка, это не храм никакой, не пагода, а просто вот тут обычно старики по вечерам сидят, играют в карты. Внизу здесь водичка такая зеленая. Зеленая вода в Китае это нормально, это не значит, что она грязная, просто тут болотистая местность, и поэтому она такая. Я уже останавливался, запускал дрон, меня окружили бабули деревенские, они там что-то вылавливали из реки, какие-то лепесточки. Очень удивлялись моему дрону, я не понимал, что они говорят, потому что, во-первых, я очень плохо говорю по-китайски, а во-вторых, они говорили на своем диалекте, и знаете, деревенский говор, он, я думаю, везде особенно, его хрен поймешь. Самое главное, по поводу расстояния. И тут есть один нюанс. Сегодня я без браслета, потому что он у меня порвался. Я обычно браслетом меряю. Сейчас я меряю только телефоном и приложением, которое я скачал. Так вот, в этом приложении карты нету. Он руководствуется только GPS. И я смотрю, что он показывает очень мало, потому что я был уже в этом месте, и я знаю, что это расстояние примерно 25-30 километров от места, откуда я стартовал. Но вот это приложение показывает 19 сейчас, насколько я знаю, сейчас я вам покажу. Тут получается громадная погрешность, то есть каждые 30 километров, если он будет отнимать где-то по 5, плюс я когда еду в туннеле, то он не считает это, потому что GPS в туннелях не работает. Это очень плохо, потому что в сумме получится как раз километров 20, наверное, у него. Поэтому я его, конечно, не выключу, мы посмотрим, сколько он покажет в конце, но я еще засек по спидометру, по родному, да. Я думаю, он точнее показывает. Я, конечно, не проверял, и он может, конечно, врать,
потому что нету информации, насколько четко он показывает, но по карте я смотрю, что он показывает пока что четко. Вот, соответственно, в конце мы с вами сверим приложение, спидометр, и по картам я сам посчитаю, покажу вам скрины карты, как я ехал, чтобы как-то вот из 3 слагаемых выбрать среднее, Вот, среднее выберите вы, естественно, сами в комментариях, как считаете нужным. Вот, я лишь скажу свое мнение в конце. Здесь получается 20 километров, по приложению я проехал. 125 километров указано на спидометре, а это значит, что я проехал примерно 32. Изначально, когда я выезжал, было 92 километра. Если я не прав, я посмотрю еще по камере, но 92 я уверен в этом. 92 километра, когда я выезжал, сейчас 125, соответственно, мы проехали 33 километра по спидометру. По карте я вам скажу позже, сколько у меня получается. На данный момент я так поклацал по камере, вроде получается 28. В среднем 30 километров я проехал. Ну что, двигаем дальше. У нас сегодня грозу передают 2 часа дня, сейчас 10. И я надеюсь успеть за 2 часа еще проехать 2 раза по столько. Погнали! Вот мы и проехали еще одну часть нашего пути, еще один отрезок. Проехал я сейчас... Кстати, а сколько я сейчас проехал? На спидометре сейчас показано 162 километра. Предыдущая остановка была 125 километров. Соответственно, все понятно, да? 37 километров мы проехали на этом участке дороги. Приложение же показывает 42 километра всего пройдено. То есть этот участок у нас занял 22 километра. Верить, я думаю, лучше картам. Вообще сегодня штормовое предупреждение, и уже видно, как у нас стемнело, тучи затянули все небо. Я надеюсь, успею это видео снять до дождя. Если не успею, то вы останетесь без кадров, но заключительную сцену я все равно сниму где-нибудь в помещении уже, покажу вам, сколько же в итоге получилось. На этом участке пути, в принципе, были подъемы и спуски, как обычно, но все время практически я двигался по трассе. Наверное, 70% пути я ехал по трассе, поэтому в этот участок пути нагрузка была не такая сильная, как в первый, где я ехал именно по горам, проселочным дорогам и так далее. По пути я проезжал фабрику, и я так думаю, это фабрика, которая делает всякие скульптуры, памятники и так далее. Это вы видите сейчас на своих экранах, это очень круто, ведь лучшая реклама какой-либо компании – это ее собственная продукция. Согласитесь. Поэтому вот эта фабрика выставила свои скульптуры очень красивые, сделала рядом с заводом парк такой. Я не знаю, там Конфуций, по-моему, стоял, лошади, слоны, там животные разные. Это очень круто в китайском стиле. И посему лучшая реклама скейтборда, я думаю, будет это наш сайт skateboard.store, на который вы можете зайти и посмотреть все наши модели, не только BR50 Pro Max, но и остальные. Они все с разными характеристиками, ознакомьтесь. Кстати, вот наши дилеры. Если вы не доверяете сайтам, то можете лично прийти в один из наших магазинов. Они разбросаны по многим городам и даже по многим странам. Вы находите магазин, приходите, тестируете и дальше уже делаете свои выводы. Вот. А мне осталось проехать последний участок. И еще я не сажу батарейку в ноль. Вы помните, да? Иначе я никак не доеду до дома. Вот. Поэтому я буду садить батарейку около нуля. Кстати, самое важное, что забыл сказать в начале,
полная батарейка при зарядке, когда вы полностью ее зарядили, она показывает примерно 67 вольт или 66,7, где-то вот так вот. Вот. Когда я начал этот маршрут, вначале у меня батарейка показывала 65,5. Соответственно, возможно, я ее чуть-чуть не дозаряжал, но я думаю, это сильную роль не сыграет. Если что, там плюс-минус 5 километров, мне лично по барабану, мне главное вам показать, сколько же проедет этот скутер с максимальными нагрузками и по максимально разным дорогам. Вот, сейчас мы заезжаем в город уже. У нас очень пасмурно, поэтому дроном я, скорее всего, больше не взлечу. Но я постараюсь все равно продолжать снимать для вас интересные кадры. Оставайтесь со мной. Я не знаю, чем это видео закончится. Не знаю, как меня слышно, сейчас без микрофона. Смотрим вот сюда, 195 километров мы проехали по спидометру. Батарея сейчас опускалась до минимума, но вот сейчас пока стою, показывает 4 деления, это где-то треть. Но тем не менее мне уже немножко боязно, что я не знаю, когда она сядет, сколько еще проедет. Вот, поэтому я сейчас поворачиваю к фабрике, хотя у меня показывает 54,6 вольт, но вот сейчас я в горку ехал и уже было 52 вольта. Вот, я не знаю, на каком показателе батарейка отключится. У нас ожидается шторм и надвигается тайфун. Короче говоря, на ближайшие дни вообще людям запрещено далеко покидать свои дома, поэтому все-таки лучше вернуться, пока ничего не случилось, потому что сейчас ветер очень усиливается, мне очень трудно ехать. Ребята, тут шторм надвигается, у нас батарейка села, все, скутер не едет, 49 вольт, срочно нужно вызывать помощь, потому что тут шторм уже почти. И, короче, 49 вольт, батарейка села, все, скутер не едет. Давайте итоги подведу, когда на складе, потому что я очень боюсь, что у меня сейчас нагрянет, тут пипец, что творится. Я надеюсь, успею это видео снять до дождя. Спустя 40 минут дождь почти закончился. Небо где-то даже прояснилось чуть-чуть. Но скутер был все время под дождем. Давайте сделаем так, чтобы это было не зря. Я решил сделать такую проверку, можно сказать, скутера. Он простоял под таким дождем 40 минут. Я прятался вон в тех зданиях, там попросился спрятаться в какую-то кафешку. Вот. И теперь посмотрим, как он будет работать дальше. А я слушаю песенки через колонки, пока жду китайцев. Да, именно этим вы можете заниматься. Если у вас случится вдруг такая нелепость, что сядет вдруг батарейка, ее сложно посадить, но если вдруг вы не рассчитаете, как я, вы можете слушать колоночку, несмотря на то, что скутер не едет, колоночка будет играть. А вот и помощь приехала. Ну все, увидимся на базе. Ну что, настало время наконец-то подвести итоги. Меня вернули на базу. Вот мокренький, весь в капельках BF50 Max Pro или Pro Max стоит за моей спиной. Мы оба очень устали. Скутер устал в ноль. Я устал почти в ноль. Так что давайте подводить итоги. И у нас 3 расстояния. Первое расстояние это в приложении. В приложении у нас получается 62 километра. Но
Это вообще неправильная цифра, по моему личному мнению. Вы считаете как хотите. Я 3 раза ловил это приложение на том, что оно просто не считало. Я еду и смотрю, что цифры не бегут. Лично я видел, во-первых, связь пропадала в туннелях. Было 2 туннеля, грубо говоря, 2 километра плюс-минус, там пусть будет, ладно, это можно не считать. Но он и находил не сразу сигнал. Вот. Далее был случай, когда я просто смотрю, не идет расстояние. Я еду 50 км в час, а расстояние не движется. Я не знаю, почему так происходит. То есть он и терял сигнал иногда даже просто на улице, не в туннелях. Возможно, это проделки шторма, который нагрянул. Может, из-за этого GPS такой нестабильный был. Действительно много косяков было у этого приложения. Сколько у нас получилось на спидометре? Для этого нужно повернуть ключик. 204 километра. Вот там под капельками 204. Когда я выезжал, было 92. Видите, моргает. Вот тут пишет, что зарядите. Но самое интересное, что после того, как мы привезли его сюда, мы его сгрузили, и я сам своим ходом еще заехал во двор и заехал вот сюда в гараж. То есть, в принципе, если он постоит, то он еще проедет метров 500, наверное, а то и больше. То есть 204 минус 92, это будет 112. Но я тоже в этом немножко сомневаюсь, потому что, мне кажется, он чуть-чуть преувеличивает. Мне кажется, я проехал около 100 километров. А вот по моим личным расчетам, вот посмотрите, сколько я здесь проехал. Это 3-й будет ваш калькулятор. 3-й мой лично, это лично мое мнение. Я считаю, я еще не считал, но я посчитаю дома и вот на монтаже здесь вставлю, что мы проехали вот столько. Вот такую цифру по карте я насчитал, лично высчитывая каждое расстояние между там остановками и так далее. Единственное, что я здесь не учитывал, это я в некоторых моментах ехал и потом чуть-чуть возвращался. Такие маленькие штучки я не учитывал. Дальше делаете вы свои выводы, чему верить. Больше всего вопросов у меня вызывает приложение. Просто буквально позавчера у меня случилось горе с моим браслетом. По браслету было бы лучше, потому что, в принципе, он никогда не подводил. Но поэтому у меня есть лишний повод купить новый трекер для измерения расстояния. И по поводу скутера хотелось бы выделить три основные особенности этого скутера, за которые я прям хочу на нем ездить. Первое – это плавность набора хода. Мне очень нравится, что он такой не сильно резвый в плане набора скорости. То есть он едет быстро, но именно набирает очень мягко. Также мягко и плавно он ездит, съедает все неровности, ездит по кочкам. Это второй момент. И третий момент, он очень сбитый, и в нем нету никакого там даже малейшего скрипа, дребезжания в нем не будет, потому что здесь у него сборка совсем другая, не такая, как у многих других моделей. 3 пункта, по которым мне очень понравилась эта поездка. Ладно, так уж и быть. В 4-й пункт запишем 45-ампер-часовую за батарею. Батарею, которую одна проезжает около 100 километров. Это просто бам! Она даст фору 2 обычным батарейкам на 18 ампер-часов или на 20 ампер-часов. Даст фору 2 батарейкам. То есть она проедет больше, чем 2 батарейки. Поэтому... Но это удобно. Тебе не нужно заряжать, одну батарейку, потом другую, потом третью, а можно зарядить просто одну и ехать на ней очень далеко. 100 километров это все-таки очень далеко. Естественно, условия, при которых я ехал,
специально делались не идеальными. Во-первых, температура. Температура сейчас 35 градусов. Не смотрите на то, что я в рубашке. Я в рубашке, чтобы не быть похожим на бекон в конце этого видео. Мы ездили по горам, мы ездили по дорогам хорошим, нехорошим, по кочкам и так далее, по деревням, по трассам. Кстати, прикольный момент. Я слушал музыку, пока ждал помощи. То есть я включил батарею, и колоночка работала. Вот эти капли с нее слетали просто, когда ее на максимум ставишь, бас выбивает капельки, это прикольно, то есть, она водонепроницаемая все-таки. Но самое интересное, что батарея не отключилась в ноль, батарея не вырубилась окончательно. То есть энергию она давала, даже когда скутер не едет, батарейка, экран, монитор все равно работает. То есть даже с полностью погашенной в ноль батарейкой вы можете повернуть ключ и включить что-нибудь там, не знаю, зарядку для телефона или колоночку, музыку послушать. Это не жизненно важно, но это очень может пригодиться. Например, если бы у меня сегодня телефон еще сел, то я бы мог его втыкнуть просто в наш держатель для телефона и заряжал бы, пока ждал помощи. И это... Ладно, я на въезде в город застрял, а если бы я застрял в поле где-то... Кстати, да, должен признать, что это чисто моя оплошность, и я тупо не рассчитал расстояние, потому что я знал, что батарейка сядет, но мне так хотелось ее как можно больше выкатать в этот раз. И я не планировал ее садить в ноль, но так получилось, так что все для вас. Я жду ваших комментариев. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, если вам нравится новый стиль такой подачи, немножко другой. Дальше выводы делать вам. С этим скутером и со многими другими характеристиками вы можете ознакомиться на нашем сайте, а также на этом канале очень много видео. У нас обзоры обзоры всех моделей, всех наших моделей на данный момент. Но скоро появятся новые модели, и так что ждите обзоры. Ждите обзоры от меня, от Романа. И, возможно, к нам на канал еще придут новые люди. Поэтому я с вами не прощаюсь, а говорю до встречи в новых видео через неделю.